Так. Так. Да, привет. Я как будто бы заново разговаривать научился. Это будет очень короткое видео. Оно адресовано всем тем людям, которые ранее смотрели меня на русском языке. Затем я начал записывать на английском. И сейчас я записываю вот это видео. А, Сразу же хочу сказать то, что можно включить субтитры. Это, хотя, наверное, это не имеет смысла говорить. Ладно, изначально будет просто превьюшка, что можно включить субтитры. В общем, в чем суть? Я начал записывать на английском. Прошло, по-моему, около 2 месяцев, может быть, чуть-чуть больше с тех пор, как я начал это делать. И я думаю, что вы и сами заметили то, что видео начали выходить крайне редко. То есть буквально, по-моему, 3 видео за все это время было. А раньше я мог записывать, ну, бывало там одно видео в неделю. Да, и, в общем, какое я принял решение? Я принял решение то, что все-таки лучше записывать на русском языке. Почему? А, Дело не в том, то, что стали падать просмотры. То есть это было очевидно, YouTube мог запутаться, кому меня показывать, и это просто банальный набор другой аудитории. Дело вовсе не в этом. Дело в том, что, как я уже сказал, видео начали выходить крайне редко, просто потому что, ну, я думаю, около 70% всего, что я делал, всех усилий, которые я вкладывал в те последние видео, которые я выкладывал, все эти 70% они уходили на локализацию. И при этом качество самих видео, оно стало на порядок хуже. То есть я начал искать темы, которые я считаю удобными для себя, которые я смогу объяснить с теми знаниями, которые у меня есть. И даже при таком расчете все равно объяснение зачастую было не очень. Вот, и поэтому вместо того, чтобы вкладывать эти 70% в качество моего контента, я, получается, ничего нового не приобретал, не давал, и, ну, таким образом у меня видео стали хуже, при этом озвучка стала как бы хуже, если говорить относительно того, что было до этого, и уходят лишние силы на то, чтобы это сделать, чтобы этому сделать локализацию. Вот, и я думаю, что вы, кто смотрел, помните, какие у меня были поинты по поводу того, почему стоит записывать на английском, но это все перекрывается тем, что я банально не могу записывать контент, все остальное просто лишается смысла. То есть я могу там постараться записать, перевести, выложить, но я просто понимаю, что это очень неэффективно. И мне не нравится то, как это работает. То есть, по сути, у меня один из основных моих основных задач было то, чтобы я поставил себя в жесткие рамки, которые заставят меня активнее учить язык. Но получилось так, что эти жесткие, даже не то, что жесткие рамки, а именно неудобства, они привели к тому, что у меня возникло отвращение к изучению языка, хотя мне это очень нравилось. И то же самое касаемо видео. То есть я начал это ощущать как какую-то вторую работу, причем не самую приятную. Вот. В целом, не сказать, что это было плохо, я просто кое-что попробовал для себя, получил, в принципе, из этого определенные результаты, и все же считаю то, что какая-то часть людей, которые мне до этого казались, ну, не очень приятными, она отсеялась. Это те люди, для которых языковой вопрос, он был на первом месте. Вот, и я даже больше скажу, мне кажется, что в целом было круто просто получить этот опыт. Вот. Но раньше я думал, то, что создание английских субтитров — это большая дополнительная работа. Но после того, как я начал это записывать на английском, я понял то, что субтитры просто сесть, поправить, которые YouTube там сгенерирует, это вообще не работа по сравнению с тем, что приходится делать. Вот. Поэтому я думаю, что уж лучше записывать и доносить информацию так, как я это умею делать максимально эффективно, при этом оставлять место для субтитров, качественных субтитров, чтобы люди другие тоже могли это понимать. В общем, да, вот такой вот моментик. Это видео вовсе никакой не туториал, ничего полезного в этом нет.
Туториал я на выходных вот уже выложил. У меня была такая идея записать то, как я делаю постобработку. Там в целом достаточно просто, но я думаю, что это будет полезно для тех, кто, в принципе, ее не делает. Вот, поэтому на этом у меня все. Я, конечно, готов к тому, что сейчас начнут люди всякую ерунду писать, но, в принципе, раньше я на подобное пытался отвечать, сейчас... Что ж, можете продвигать мой канал своими негативными комментариями, а на позитивные я с радостью отвечу. Поэтому, да, спасибо большое. Всем до новых скорых видео. Так, и да, кстати, я думаю, то, что вы уже успели заметить то, что качество записи стало лучше. А если не успели заметить, то, поверьте, оно стало лучше. По крайней мере, я купил новый, как это говорится, дорогой, качественный микрофон, который я еще пытаюсь научиться настраивать. Но что важно, то что я заметил, что нету стучаний по клавиатуре. То есть я сейчас просто поклацаю, как я вот это люблю обычно клацать. Вот, ну то есть нет такого прям ту-ту-ту вот этого, которое раньше прям по ушам долбило. Так что я думаю, что вам будет приятнее теперь смотреть видео. Ладно, да, это, в принципе, вся информация.